Привет! В прошлом видео мы уже рассмотрели дхана-йоги или йоги богатства и что их наличие означает в вашей карте. В моем инстаграме я также давала анализ, вы могли написать, до сих пор можете написать и узнать, есть ли у вас такие комбинации планет, и также получить мои рекомендации по поводу того, как их можно активировать, как можно привлечь деньги и богатство в свою жизнь, через какие сферы или через какие качества. Сегодня мы продолжим с вами рассматривать астрологические комбинации планет, и сегодня у нас раджа-йоги или королевские связи планет. Именно планеты, взаимодействие их с определенными домами гороскопа включают раджа-йоги, которые приносят богатство, успех, известность и процветание в жизнь человека. Это образуется путем соединения домов Кендры и Триконы. Для тех, кто занимается астрологией, вы знаете то, что дома Кендры — это 1, 4, 7, 10 дома. Триконы, соответственно, 1, 5 и 9. И дома Трикон, они отвечают, особенно 5 и 9, за нашу удачу и в том числе карму, с которой мы пришли. Ее мы смотрим по 5 дому. Так мы и можем понять, скажем, насколько человек предрасположен к тому, чтобы быть удачливым, сопутствует ли ему удача, если да, то в каких сферах, как это может проявляться, и самое важное, когда. Потому что планеты, которые участвуют в раджа-йогах, они приносят свои результаты, плоды в свои периоды или подпериоды. И я предлагаю тоже узнать вам, если у вас есть раджа-йоги, вы также сможете получить мини-анализ. Как это сделать, смотрите в описании под этим видео. Что важно знать о раджа-йогах, это то, что планеты, которые их формируют, нам важно учитывать их силу, насколько сильны эти планеты, в каких домах они расположены. Потому что по их силе мы сможем понять, скажем, диапазон или объем благополучия, удачи, процветания, который положен человеку по судьбе. Если же планеты, которые участвуют в этих йогах, поражены, там есть аспекты от вредителей, сожжения, падения и другие нюансы, которые рассматривает астролог, это может означать то, что раджа-йога не сможет полностью проявляться, результаты будут ограниченными, или же если там очень много повреждений, это может положительные результаты, которые обещает раджа-йога, перевести в отрицательные. И тоже важно знать об этом, знать, какие это периоды в вашей жизни, в каком возрасте это происходит, и, скажем, как можно гармонизировать, да, методы компенсаторики, которые можно применить. И все эти вещи мы рассматриваем на персональной консультации, где вы можете получить рекомендации, которые подготовлены именно для вас, для вашего случая. И вы можете понимать, как, скажем, активировать те или иные сильные положения в гороскопе и гармонизировать негативные или сложные. И дом, в котором образуется раджа-йога, он очень важен при анализе гороскопа. И в мини-анализе я вам тоже скажу, в каких домах у вас происходят эти соединения. Если задействован первый дом соединений, это дает человеку статус, власть, богатство и счастье, которое в целом у него проявлено в жизни, но особенно в период или подпериод той планеты, которая активирует первый дом. И если соединение происходит в 5 доме, тогда человеку приходит удача, успех через его детей, возможно, после их рождения. Возможно, в целом дети достигают каких-то больших результатов, что благоприятно сказывается на жизни самого натива. Также это успех в образовании, это может давать успех в преподавании, в целом интеллектуальная деятельность. Также это творческие способности и таланты. А еще это очень такой увлекательный человек, увлеченный своими делами, своими хобби. И да, они могут как и влиять, скажем, на профессиональную сферу. Человек может вывести эти увлечения, свои хобби в свою работу, но это может говорить просто о каких-то талантах занимаясь чем человек получает удовольствие, наслаждение в жизни. То есть человек, например, может быть очень успешным адвокатом, но у него есть какие-то способности. Например, он очень любит петь или танцевать. В свободное время он этим занимается, и через это он кайфует, он получает удовольствие. Но напрямую с его работой это не связано.
Далее, если соединение происходит или касается девятого дома, тогда это дает человеку также власть, богатство, известность. Это может приносить успех в политике, в образовании или в просветительской деятельности. Также успех за границей и в целом какое-то иностранное влияние может быть. И еще успех будет сопутствовать человека в путешествиях. Шестой или восьмой дом. Здесь, если, скажем, есть повреждения планет, которые участвуют в йогах, тогда здесь можно сказать о том, что в жизни человека может быть очень много борьбы, конкуренции, могут быть враги, какие-то недоброжелатели, болезни или слабое здоровье. А также, если это восьмой дом, тогда это внезапные перемены, неожиданные результаты, то, что вы не можете проконтролировать. То есть вы как бы делаете все для того, чтобы это случилось, но в результате получается что-то, то, скажем, на что вы не надеялись, да, или в худшую, или в лучшую сторону. Здесь важно рассматривать, что это за планеты и другие взаимосвязи. И если эти йоги, они хороши, они сильные, тогда и задействованы шестой или восьмой дом, тогда это говорит, что человек сможет через преодоление достигнуть успеха. И он сможет победить врагов, недоброжелателей, справиться с конкуренцией и в целом укрепить свое здоровье. Но для этого придется прилагать усилия. То есть это не значит, что человек в целом будет неудачливый, у него будут только проблемы. Нет. Нужно, опять же, да, через компенсаторику гармонизировать эти энергии, усиливать эти планеты в своей карте для того, чтобы они давали и энергию, и благословение справляться со сложностями, да, о которых эти дома говорят. И если задействован 12-й дом, тогда это может давать что-то скрытное, тайное, что-то, то, что связано за границей или удаленными местами. Например, у меня есть раджа-йога, которая формируется и в 6-м, и в 12-м доме. Планеты находятся и в том, и в другом доме, взаимодействие друг с другом. Могу сказать, что в их периоды, подпериоды действительно происходит рост, происходит достижение, но в моем случае это дается через преодоление. Нужно все равно продолжать много работать, и вот активация 12-го дома, например, я ее гармонизирую, находясь за границей, да, не в месте своего рождения, и занимаясь практиками саморазвитием. Я работаю с людьми, работаю с подсознанием через регрессивную терапию, как и сама для своего развития, так и с клиентами. И это очень усиливает эти планеты и дает хорошее, скажем, проявление, хорошие плоды. Если бы я не прилагала усилий, не занималась здоровьем, не занималась своим развитием, то, конечно же, результаты раджа-йоги, они или отсутствовали бы, или были очень минимальными, потому что у меня как бы непростая карта, и нужно понимать, как работать с этими положениями. И сейчас я вам покажу несколько карт, где мы сможем увидеть раджа-йоги. Сейчас перед вами карта Стива Джобс. Кто знает, помнит, это основатель компании и бренда Apple. И у него интересно то, что очень много, во-первых, раджа-йог. Раджа-йог у него формирует планеты Солнце, Марс, Венера, Юпитер вместе с Венерой и Марс вместе с Сатурном. И что интересно, то, что по событиям жизни, таким знаковым, да, в 1979 году его состояние приумножилось с 10 миллионов долларов до 100. И если мы посмотрим по периодам, какой же период какой планеты шел в 1979 году, мы увидим, что это Кету, Юпитер. Кету вместе с Юпитером у него находится в 11-м доме. И 11-й дом — это один из домов денег, это материальные излишки, это не просто деньги, а это много денег. Плюс Юпитер имеет функцию расширения. И в целом у него ось 5-11 очень сильно проявлена в карте. И ему очень важно достигать успеха, социального признания. И для него деньги важны, но он их зарабатывает через свой интеллект, и он их зарабатывает, скажем, играючи. То есть, если он увлечен своим делом, как мы знаем, он был
безумно увлечен тем, что он создавал, то, что и каждую деталь, каждую мелочь, как она была продумана. До сих пор эти продукты, этот бренд очень известен именно за счет, кстати, своей эстетики. И у него Юпитер и Венера находятся на оси 5-11, то есть он делает свои продукты красивыми. Через это он еще больше усиливает эту раджа-йогу в своей карте. И одна из его кармических задач — это получить влияние в обществе, как-то повлиять на мир. И он это делает, скажем, по-меркуриански, потому что у него здесь проигрывается очень сильно Меркурий, который отвечает за домоденег и за служение людям. И что интересно, то что Сатурн у него является Амати-каракой, которая снова-таки отвечает за профессию, за реализацию в жизни, и поэтому он и выбрал сферу, которая связана с компьютерами, да, с инженерией. По Меркурию это информация, это знания, и в целом ноутбуки, телефоны, и все, что в них есть, соцсети, сайты, все, что мы можем читать, изучать и так далее, это вот все по Сатурну и по Меркурию, да, в большей части по Меркурию, но Меркурий тоже находится в сатурнианском знаке. На самом деле безумно интересные взаимосвязи, и мы видим, как, скажем, четко он проигрывал эту раджа-йогу, и то, что большой его успех, первый такой серьезный, пришелся именно в тот период и подпериод планеты, которые были задействованы в раджа-йоге. И это всего лишь один из примеров. У многих людей существуют в картах дхана-йоги, йоги богатства. О них вы можете посмотреть в предыдущем видео. И раджа-йоги. Но это не значит, что мы каждый сможем достичь такого же успеха, как Стив Джобс. Здесь нужно реально смотреть на вещи. И кроме того, что мы реально на вещи смотрим, нам нужно знать себя очень хорошо. Астрология — отличный инструмент для этого, потому что, видя вот эти тонкие взаимосвязи, через что можно активировать йогу, через что зарабатывать, какую деятельность выбирать, как делать эту деятельность, мы можем очень точечно направлять свое внимание, свои ресурсы, время и становиться мастером в этом деле. В его случае деньги не пришли легко, он очень много работал, этому тоже есть подтверждение в карте, но он смог стать лучшим. И как восходящий лев, для него это было важно, быть первым. Он смог этого достичь очень грамотно в данной сфере, по данному вопросу он проиграл свою карту. Поэтому каждому желаю заниматься собой, изучать себя, знать свои сильные стороны, знать, как гармонизировать слабые, и очень классно проигрывать свои позиции в карте через реализацию, через успех, через богатство, процветание и, конечно же, осознанность. Надеюсь, это видео было для вас полезным, интересным. До скорой встречи и жду ваших комментариев внизу. Пока-пока!